как правильно выбрать авокадо. Для этого нужно надавить пальцем на шкурку и посмотреть на вмятину. В спелом авокадо вмятина выпрямится. Если вмятина остается и не выпрямляется, значит фрукт переспевший, а может быть и подгнивший. Но если плод настолько твердый, что не продавливается при нажатии, значит он зеленый и еще не готов к употреблению. Также мы проверили цвет на месте среза черенка. Для этого нужно подцепить плодоножку и удалить ее. У спелых плодов цвет среза ярко-зеленый. У зеленых плодов цвет среза желто-зеленый или бледно-зеленый. У переспевших авокадо цвет среза коричневый. Согласно первым двум тестам, переспевших фруктов у нас не было. 4 плода были спелыми, а вот 2 плода, скорее всего, были зелеными. Насколько точны эти тесты, станет известно после того, как мы разрежем плоды и продегустируем. Люди, которые употребляют авокадо ежедневно, притом всей семьей, тратят на него немалые деньги и, соответственно, задаются вопросом, какой сорт покупать выгоднее. Мы взвесили каждый из 6 плодов на электронных весах и результаты записали в таблицу. Затем мы разрезали плоды, чтобы отделить косточки от мякоти, и снова все взвесили. Таким образом мы протестировали еще один лайфхак. Говорят, что готовность авокадо к употреблению можно определить по тому, как разрезается плод. Если нож входит мягко и до самой косточки, значит он спелый. Если нож идет туго и приходится продавливать его с усилием, это говорит о незрелости плода. Кстати, неспелые авокадо кушать не рекомендуется. Они горчат, пресные и не принесут пользы. Так вот, 2 фрукта, которые согласно последнему тесту были зелеными, действительно разрезались труднее всех остальных. Значит, последний тест правильный. Важное о косточке. При разрезании мякоти старайтесь не надрезать и не повреждать ножом оболочку косточки. Есть сведения, что косточка содержит такие вредные вещества, как фунгицидный токсин и танин, которые вредны для животных, а значит и для человека. Говорится, что эти токсины содержатся не в сердцевине, а именно в ее оболочке. Правда это или нет, нужно выяснять в серьезной лаборатории. Но по нашему мнению, лучше перестраховаться и не повреждать оболочку сердцевины. Кстати, если вы знаете больше информации по этой теме, напишите об этом в комментариях. Далее. Когда были раскрыты все плоды, мы удивились, насколько косточки отличаются по размеру и весу. Некоторые косточки занимают почти половину объема авокадо и имеют приличный вес. Уже на этом этапе мы сделали первый вывод, что выгоднее покупать те сорта авокадо, у которых маленькая и легкая косточка. В конце видео мы покажем сравнительную таблицу, сколько весит в каждом сорте авокадо косточка и мякоть. Сразу хочется развеять миф относительно определения спелости авокадо по стуку сердцевины. В сети интернет советуют потрясти авокадо, и если косточка стучит, значит оно спелое, а если нет, значит авокадо зеленое. На экране вы видите плод, у которого косточка стучала. Это сорт Пинкертон. И что мы обнаружили? Именно этот плод оказался зеленым. И напротив, при проверке спелых плодов косточки не стучали. Это говорит о том, что так определять, спелый авокадо или нет, не стоит. Все может быть с точностью наоборот. Однако, если у вас есть другие мысли по этому поводу, напишите нам в комментариях. И, наконец, мы взвесили плоды без косточек. Все расчеты вы видите сейчас на экране. В первой колонке название сорта авокадо. Во второй колонке стоимость в условных единицах. В третьей общий вес. В четвертой колонке вес мякоти с кожурой. Пятая колонка вес косточки. В шестой колонке итог, цена за 100 грамм мякоти. Так мы выяснили стоимость мякоти каждого сорта. Шкурку мы не стали отделять, так как в сравнении с косточкой это не так важно. Согласно нашим расчетам, выгоднее всего покупать авокадо сортов Пинкертон, Гвен и Рид. Плоды с номерами 4, 5, 6. У этих фруктов больше всего мякоти и маленькая косточка. Рид – самый выгодный сорт авокадо. А вот сорта Лэмпхаз и Бекон под номерами 1, 3 имеют самую большую и тяжелую косточку. И, наконец, мы продегустировали все сорта и пришли к такому заключению.
Сорта Лэмб Хас и Хас самые жирные и напоминают на вкус орехи, а сорт Рид самый нежирный и водянистый из всех образцов. Окончательные выводы. Если у вас достаточно денег, покупайте то, что вам нравится по вкусу и плотности. Нам больше всего понравился сорт Лэмб Хас и Хас. Но если вы ищете более экономный вариант, то вам подойдут Пинкертон, Гвен и Рид. Кстати, напишите нам, пожалуйста, какой сорт авокадо нравится вам.